Когда сосудам головы необходимо очищение? Какие самые простые средства можно применять для очищения сосудов головы? Что может помешать проводить очищение сосудов головы? Смотрите видео до конца и узнайте, как можно просто почистить сосудов головы. Перед тем, как начать видео, хотим поблагодарить всех присутствующих на канале и пригласить к нам тех, кто еще не подписался. Многим знакомы симптомы, которые порой появляются от случая к случаю, а могут присутствовать почти постоянно. Это неинтенсивная головная боль, тяжесть в голове, невозможность помнить какую-то фамилию или подобрать нужные слова. Если такие симптомы появились, то следует провести очищение сосудов головы. Когда сосудам головы необходимо очищение? Наше сердце в постоянном рабочем режиме. Сосуды являются проводниками кровотока, по которому каждой клетке поступает вода, энергия, кислород, питательные и полезные вещества. При увеличении в крови токсинов, шлаков, триглицеридов, холестерина, даже отдельных микроорганизмов, кровь становится более густой. Она замедляет скорость течения, и это способствует тому, что частично данные вредные вещества оседают на стенках сосудов. Это происходит во всех органах, но наиболее опасны и сразу заметно, если такое случается с сосудами головного мозга. Ведь это центр, регулирующий работу всего организма и осуществляющий умственную деятельность. Головной мозг первым сигнализирует о том, что происходит в организме. Вот и здесь мы сразу осознаем, что пришло время почистить сосуды, ведь все применяемые методы будут эффективны не только для сосудов головы, но и для всех сосудов. Какие самые простые средства можно применять для очищения сосудов головы? Всегда самыми простыми и эффективными средствами являются средства профилактики засорения сосудов. К таким методам относятся следующие. Правильное питание, ограничение продуктов животного происхождения, предпочтение растительной пищи, употребление достаточного количества воды, чтобы могли вымыться токсины, исключение никотина и ограничение алкоголя, частые прогулки пешком на свежем воздухе, повышение физических нагрузок и ежедневное занятие спортом, умственные тренировки, упражнения на запоминание, решение логических задач. При наличии первых симптомов засоренности сосудов следует проводить курсовое очищение сосудов от загрязнения. Очищать сосуды надо 1-2 раза в год. Вот самые простые 5 способов очищения сосудов головы. Первое. Свекольный квас. Приготовить его несложно и финансово не накладно. 2 кг свеклы надо промыть так, чтобы не осталось загрязнения, порезать и сложить в емкость. Добавить 3 литра горячей воды, но не кипятка, и горбушку черствого черного хлеба, закрыть сверху марлей и поставить в темное теплое место на 2 суток. Через 48 часов снять образовавшуюся пленку и оставить еще на сутки. Потом процедить, и можно использовать, принимать по половинке стакана в день. Готовый квас хранить в прохладном месте, использовать весь квас в течение месяца. Это позволит почистить не только сосуды, но и окажет положительное воздействие на кишечник и печень, а значит улучшится и общее самочувствие и состояние. Второй. Отвар лаврового листа улучшит состояние сосудистой стенки и прочистит сосуды головы. Надо прокипятить 8 лавровых листиков в 500 мл воды в течение 10 минут. Дать настояться около 6-8 часов и потом принимать по 50 мл 3 раза в день перед едой в течение 3 суток. Третий. Липовый чай, сделанный на основе цветков липы, очистит сосуды головного мозга, стабилизирует артериальное давление и улучшит состояние нервных клеток. Липовый чай выводит лишнюю жидкость из организма, улучшит пищеварение и наладит жировой обмен. Применять его надо 3 раза в день в течение 3 недель. Четвертый. Настой из корней лопуха приведет сосуды головы в порядок, если его применять в течение 3 месяцев по 100 мл утром натощак. А приготовить следующим образом. Залить кипятком сырье и поместить в термос на 500 мл воды столовая ложка измельченного корня лопуха. Пятый. Тайский метод. Надо смешать по столовой ложке бирюзовых почек, ромашку зверобей и бессмертник.
залить 400 мл кипятка, настоять 40 минут и процедить. Употреблять по половине стакана 2 раза в день, утром перед завтраком и вечером после ужина. Курс 30 дней. Сосуды не только очистятся от бляшек, но и приобретут тонус эластичности, что может помешать проводить очищение сосудов головного мозга. Не стоит проводить очищение сосудов в зимний период. Лучше заниматься этим при благоприятных погодных условиях, чтобы не было дополнительного воздействия на сосуды и в изобилии можно было употреблять овощи и фрукты. Также не следует проводить очищение сразу после гипертонического криза или сердечного приступа. Перед тем, как приняться за очищение сосудов головы, проверьте, нет ли у вас непереносимости продуктов и трав, которые будете использовать. Успехов вам и здоровья!